Всем привет! Вы на канале Fast5 Channel. И мы сегодня с вами продолжим работать с нашим пэт-проектом анти-тикток. Разберемся, что такое бэкграунд-таски, как с ними работать. И попробуем воспроизвести, так скажем, наш файлик, который мы загружаем. Напишем сервисы и, соответственно, немножечко доработаем возможность сохранение, то есть, так скажем, правильное сохранение. Я уже сделал кое-какую небольшую такую подготовительную работу. Я вам ее покажу, расскажу, что я делал. Ну и, скорее всего, вам станет ясно. Так, значит, давайте посмотрим, что я сделал. Во-первых, я создал директорию медиа, там, где будут наши с вами файлики храниться. Я тут хотел темплейт сделать, чтобы у нас в плеере воспроизводился видео, но не доделал. Так, что, собственно, я сделал? Значит, помним нашу функцию, где мы с вами загружаем видео, и, значит, оно сохраняется. Мы говорили о том, что у нас оно должно быть, соответственно, асинхронно и так далее. Как это можно сделать асинхронно, я покажу. Но у меня здесь, значит, немного переработано. Давайте посмотрим. У меня должно быть так, чтобы мы смогли с вами загружать только файлы определенного типа. Ну, к примеру, MP4, ну, грубо говоря. Вот, то есть, чтобы ни картинки, ни архивы, ничего остального. Значит, в принципе, мы можем воспользоваться. У самого нашего upload файл есть такое свойство, как content type, и мы можем проверить, что это за контент. И, соответственно, если это наш MP4, мы будем его сохранять, обрабатывать. Если нет, мы отдадим ошибку 418 и скажем it isn't, значит, MP4. Хорошо. Это вроде как просто. Значит, дальше у нас идут наши черные дела. Мы, соответственно, строим, как и было у нас, схему. Далее у нас идет обработка нашего юзера, и мы записываем это в саму BD. Единственное, что я здесь добавил для нашей BD, я создал переменную FileName, где пока что у меня это директория медиа, соответственно, наш файлик там. И я значит, этот путь прописываю в базу данных. Таким образом, мы понимаем, что у нас действительно там хранится. Ну, то есть мы можем действительный путь найти. Так, хорошо. И, значит, давайте посмотрим, что у нас происходит в background task. Что такое background task? Это возможность Starlet, которая позволяет нам, я не оговорился, это именно возможность Starlet, это не Fast API фишка. Значит, позволяет нам, грубо говоря, в фоне запустить какую-то задачу. То есть мы не будем дожидаться ее выполнения, мы отдадим ответ, а она в фоне будет выполняться. Соответственно, мы предполагаем, что она выполнится корректно. То есть нужно предусматривать такие варианты, что если она вдруг не выполнится. То есть дебажить это дело нужно, так скажем, особенно, особенно, вот, не просто так все это. Ну хорошо. То есть здесь бы у нас был с вами код, который сохраняет на диск файл, мы запускаем background task. Значит, как это делается? В нашу функцию, которая обрабатывает наш запрос, мы добавляем аргумент background task и указываем тип background task. Наследуемся, извините, импортируем мы это дело из Fast API. Собственно, затем мы пишем background task, add task и указываем функцию, имя функции, которую хотим, чтобы он запустил, и аргументы функции, которые она принимает. У меня есть определенная функция в файле сервиса, сейчас мы ее рассмотрим, называется write video. Соответственно, я ее импортировал и просто сюда передал. И указал два аргумента, которые эта функция принимает. Это file name, то есть путь, куда нам нужно будет сохранять, и сам объект файла, который нам присылают. То есть наше видео. И все, и вот это добро у нас запустится в фоне. Соответственно, обработается дальше наш запрос, и мы получим ответ от сервера. Таким образом, наша клиентская сторона, по сути, не будет дожидаться, пока мы этот файл загрузим, обработаем. Он может там весить, понимаете, гигабайты, и, соответственно, это было бы долго. Вот. Так оно бы быстрее обработается. Соответственно, нужно учитывать, что сама загрузка файла тоже занимает какое-то время, то есть пока все это по сети передастся. Но то такое.
Значит, что у нас еще здесь есть? Ну, в принципе, ничего. Проверка типа. Значит, у нас есть такая еще библиотечка, называется FileType. Сейчас я покажу вам ее GitHub. Вот, собственно, эта библиотечка. Значит, она позволяет нам делать проверку типов файлов. Поддерживает она вот столько разных файлов. Вот. Вы можете получать о файле абсолютно разную информацию, как тип файла и расширение и так далее, и так далее. Самое интересное, что данная библиотека, она не полагается, так скажем, на то расширение, которое у вас после точки написано, да, а именно она заглядывает в файл и считывая файл, его MIME, соответственно, можно узнать, что это за файл на самом деле. То есть, если у вас, к примеру, загружается JPEG, а внутри это не JPEG, а какой-нибудь архив, понимаете, да? То есть я могу архив с любым расширением сделать. Соответственно, вы об этом узнаете. Данная библиотечка позволяет это сделать. Она написана интересным образом, с использованием Go или как в Go, так я и не понял. В общем, если интересно, можете пользоваться. Я ее проверил, да, действительно она работает. Но почему я от нее, так скажем, отказался, не стал использовать? Есть у нее интересный прикол. Я не стал разбираться а, слишком, так скажем, глубоко, почему так происходит, но есть интересный прикол. Значит, я выключил то, что хотел показать. У нас вот здесь, к примеру, в примере есть, да? Мы берем нашу библиотечку, вызываем определенный метод и передаем файлик, который хотим, значит, проверить. И затем можем уже, так скажем, если он существует, да, все нормально у нас, мы можем какие-то данные о нем получать. Этих методов вагон и маленькая тележка у данной библиотеки, но не суть. Значит, что происходит? После применения этого метода, если все хорошо, соответственно, у меня загружается файл, и он записывается на диск. Так вот, он записывается, но он перестает быть читабельным. То есть он невалидный, его нельзя воспроизвести. В чем прикол, я так и не понял. Вот, поэтому как бы можно было бы, да, там обойти это, сказать так, создать копию файла и проверить, а потом, чтобы он не портился. Но это какие-то лишние телодвижения, затраты, и нахрен оно надо. Соответственно, я посмотрел вовнутрь библиотеки, посмотрел, какие у нас там есть методы, как они работают, но как-то не разобрался. Ну, в общем, такая штука. Решил использовать content type самого нашего upload файла. Итак, давайте теперь заглянем в наш write видео, что в самой этой функции у нас есть. Оно вынесено у меня в отдельный файлик, я его назвал services, значит, это services. И далее у меня есть, здесь принимается файл name, это строка, и файл это сам файл, который мы с вами объект принимаем. Так вот, здесь у меня уже точно такой же код, который был у нас в прошлый раз. Заметьте, что это у нас обычная функция, это не async. Соответственно, здесь у нас тоже без всякой асинхронщины. И таким образом мы запишем наш файлик на диск. Но когда мы разговаривали с вами о том, как же сделать, к примеру, асинхронную запись файла, если нам нужно асинхронно, потому что, возможно, у вас эти файлы могут быть небольшими, к примеру, вы там изображеньки загружаете, да, и все-таки нужно же показать, как это сделать. Так вот, если бы у нас наша функция была асинхронная, то мы бы использовали async with. Далее нам нужно использовать библиотеку, которая может работать с файлом, ну, с нашими дисками, да, открывать, читать там файлы асинхронно. То есть обычный open здесь уже не подойдет. Соответственно, у нас есть такая библиотека, как IO Files. Это может быть IO Files, так далее. Этих библиотек тоже много разных. Что мы делаем? Мы вызываем данную библиотеку, у нее вызываем метод open, все точно так же у нас работает. Единственное, что мы делаем, мы await чтение нашего файла. Вот этот await, пока мы файл с вами прочитаем, мы заносим в data, и после этого мы уже await запись этого файла. То есть таким образом мы сделаем с вами асинхронную, грубо говоря, загрузку, то есть запись нашего файла. Вот.
Соответственно, если у вас файл большой, здесь можно было бы указать цикл, к примеру, тот же самый while. И данный метод read, он позволяет нам принимать размер, который мы хотим, так скажем, прочитать, и просчитывать по определенному там количеству а, байт, килобайт, сколько мы хотим, значит, прочитать файл, чтобы его записать. Вот такая история. Так как мы с вами используем background task, мы должны использовать синхронно это все. Поэтому мы будем использовать вот эту функцию, у нас будет все хорошо работать. Так, разобрались. Да? Давайте что сделаем? Давайте протестируем нашу функцию, работает ли она, будет ли она записывать нам файлики, сможем ли мы их воспроизвести и так далее. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужно перейти с вами в наш документацию. Вот, в принципе, открыть вот тут, заполнить данные, да, и загрузить файлик. Значит, я буду загружать сейчас изображение. Это, видите, расширение здесь может быть, видите, JPEG. Это у нас с вами превью нашего стрима. Нажимаем Execute и получаем ошибку о том, что это не MP4. Вот, 418 ошибка, все хорошо. Так, давайте я теперь выберу mp4 файл. Соответственно, это файл размером, по-моему, там 1,2 мегабайта, небольшой, я его специально записал. Оп, загрузился, вот у нас есть ID 4, да, отлично. Значит, если теперь мы посмотрим с вами в PyCharm, вот наша директория медиа, а вот он наш файлик. Интересно, PyCharm может его, не может его воспроизвести. Так, я сейчас постараюсь показать вам. Значит, вот он наш этот файлик. Воспроизводится. Отлично. Так, теперь давайте загрузим файл побольше размера. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужно перейти в Chrome. Здесь напишем test2. Выберем. И этот файлик у нас уже с вами весит 58 мегабайт там с копейками. Нажимаем загрузить. Оп, загрузился. Ну, понятно, грузится он быстрее, потому что я локально это делаю. Так, ну давайте посмотрим на наш диск. Сейчас я как-то все это дело попробую загруппировать. Ага, вот наш файлик. Откроем его. И вот здесь у нас какое-то видео. Видеоурок. Видите, нормально работает. Все хорошо у нас. Отлично. Теперь давайте я загружу файл в 300 там с чем-то мегабайт. Открыть. Так, давайте здесь напишем, что это третий тест у нас. Так. Думает. Так, загрузился. Отлично. А что мы делаем? Мы продолжаем тестировать. Значит, смотрим. Вот он у меня, этот файлик. Свойства. 86. А изначально был больше. Ну ладно. Запускаем. И это у нас запись, значит, стрима. В общем, видимо, она загружается. Нужно будет, понятное дело, с загрузкой файла самого большого объема еще поковыряться. Итак, значит, файлы загружаем, они у нас появляются. Вот они у нас есть. В базу данных это все пишется. Так, заодно посмотрим на нашу базу данных. Видим тут мои, значит, наработки. И вот указан, соответственно, файл и его загрузка. Видно, что у меня их тут 6. Так, хорошо, базу это пишется. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы поняли, да, то есть вот этот код у нас, соответственно, выполнится. Теперь наша идея в том, чтобы отдать этот файл.
Соответственно, отдать просто файл, как скачать его, это одно дело. А вот как сделать так, чтобы этот файл мы могли с вами, грубо говоря, стримить. Ну, то есть отдавать его порциями. К примеру, у нас есть некий плеер, и когда мы включаем воспроизвести, соответственно, у нас же не мгновенно появилось все видео. Представьте, там, гигабайт видео весит, ну, я не знаю, там, трансляция какого-нибудь, вот в YouTube, да, вы смотрите, там, 5 часов трансляция. Оно там, ну, пусть будет гигабайт весит, грубо говоря, да, даже если 500 мегабайт, то вот как у меня, например, мой стрим, да, там почти 400 мегабайт. Соответственно, за раз все это выкачать, ну, как бы не нужно. Нужно получать файл порциями. Вот, оно кешируется, плеер его воспроизводит, соответственно, потом все это постепенно подгружается. И вот наша идея в том, чтобы мы точно так же отдавали наши файлы, чтобы они постепенно подгружались и так далее. Значит, для этого в Starlet есть стриминг response, который позволяет нам как раз таким образом отдавать файлы. Суть такова, что есть здесь немножечко интересный момент. Давайте мы это рассмотрим. Я сейчас перейду в документацию. Вот, у нас есть custom response, это HTML, stream, файл и другие. Соответственно, у нас есть абсолютно разные варианты самого response. Я об этом говорил. У нас есть JSON, or JSON, JSON и так далее. Мы HTML можем рендерить. Вот, то есть, если у нас, к примеру, есть шаблоны или нам просто HTML нужен. Значит, это все мы с вами, по-моему, рассматривали, я рассказывал. Значит, давайте найдем response. Так, redirect. Вот, streaming response. Значит, take a sync generator or normal generator iterator streaming response body. Значит, мы можем с вами что-то отдавать, как генераторами, итераторами, да. Вот. И здесь приводится у нас интересный пример. У нас есть некая синхронная функция, значит, это fake видео стример, да. У нас генерируется число до 10, и, соответственно, мы отдаем, значит, это добро. Вот, отдаем как бы какие-то там байты, да, то есть это фейковое. Соответственно, мы используем YAL для того, чтобы это как раз у нас и был генератор с вами. И вот здесь в Streaming Response мы с вами запускаем данную функцию, и, соответственно, у нас должно что-то с вами получиться. Давайте мы скопируем вот этот код и посмотрим, как он воспроизводится, чтобы было в дальнейшем понятно, что я буду рассказывать и в чем, так скажем, нюансы есть. Кстати, зная, так скажем, вот этот момент, на любом фреймворке, абсолютно на любом, вы сможете сделать стриминговый поток. Так, значит, это наш видеораутер. Давайте здесь сделаем некую ссылку fake. Вот. И будем, значит, по ней переходить и посмотрим, что у нас получится. Значит, сейчас мы вернемся в документацию с вами. Я обновлю ее. Покажу вам браузер. Вот у нас есть fake. И давайте нажмем execute. Видим, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот такими частями нам это было отдано. Хорошо. То есть сработало, просто быстро. Просто быстро сработало. Конечно же, мы можем сделать некие там ожидания, слиппинг и так далее. Но это уже не то. Так. И вот здесь у нас приводится пример того, как если бы это действительно был какой-то файл. Соответственно, у нас есть файл, и мы его хотим отдать. Здесь приводится пример того, что мы используем просто функцию open, значит, указываем наш файл, просто открываем его и передаем вот в этот streaming response. И таким образом, как бы он должен прочитаться и начать его начать отдавать. Значит, из-за того, что open у нас с вами как раз это синхронная функция, да, то мы с вами не используем вот здесь async await. Кстати, в документации об этом тоже сказано. Значит, давайте вот этот момент теперь и рассмотрим. Смотрим.
Я сейчас удалю вот эту фейковую функцию нашу. Значит, вот он, наш пример. Что у нас получается? Мы с вами, это у нас async await, соответственно, функция. Зачем у нас async? Потому что у нас здесь с вами оно awaited сам базу данных. Вот. Сейчас я покажу, кое-что покажу. Итак, что наша история, какая история? Мы получаем с вами некий ID нашего видео, идем в базу, соответственно, получаем информацию. Всю, то есть я оставил прошлый наш запрос, который здесь был, когда мы выводили просто JSON, да, информацию о файле. Вот. Соответственно, у нас есть теперь этот объект нашей в базе данных, и с помощью open я передаю путь к файлу. Если мы вспомним модель, то файл это наше поле, где хранится как раз вот этот путь директория, куда мы ее записывали. Записывали мы это с вами вот в базу данных. Это как раз наш вот этот файл name. Соответственно, что мы делаем? Так как это у нас с вами уже сериализованные данные, то есть Ormar у нас сразу превращает это все в пайдантик, то мы используем метод dict для того, чтобы преобразовать это в словарь. И с помощью метода get, уже метода словаря, я ищу вот это поле файл. Соответственно, мне возвращается строка. Вот таким образом у меня здесь будет получен путь к файлу. И я с помощью метода open открою этот файл. И далее я этот файл передаю в streaming response и указываю, что это MediaType, наше видео MP4. Все как в примере, единственное, что у нас вот добавилась вот эта штучка. Итак, как нам это протестировать? Если мы с вами вдруг, я не знаю по какой причине, захотим это сделать в нашей документации, давайте это проверим. Так, сейчас. Вот в нашей документации указываем первое видео, нажимаем Execute, немножечко подождем и получим то, что получим. Сейчас оно висит просто немного. Завис свагер. Во, есть. Мы получим с вами вот такую историю. Понятно, да? Логично. Мы получили с вами файл. Обновим. Значит, для всех этих манипуляций, почему я как раз и хотел сделать некий плеер, да, вот этот темплейт, там, рендерить шаблончик, чтобы мы могли воспроизвести. Просто у меня не хватило на это времени. Ну да ладно. Значит, мы с вами пойдем немножечко другим путем. Мы возьмем Postman и посмотрим, что Postman нам позволит сделать. Идем в Postman. Значит, здесь у меня с вами есть вот эти поля нам не нужны. Это загрузка файла. Соответственно, у нас URL это видео 1 и это get запрос. Нажимаем send. Оп. И мы с вами видим файлик. Даже можем его воспроизвести. Вот. Прекрасно, прекрасно. Помним, у нас есть файл. Так, давайте посмотрим в базе данных. Я сейчас гляну. Это ID2 у нас. Вот. Соответственно, это файлик, который в 57 мегабайт у нас был. Давайте посмотрим, что произойдет. Чисто ради интереса. Нажимаем Send. И все. И мы будем с вами ждать. Ждать чего? Непонятно. Что происходит? Postman, по сути, выгружает весь файл. Пытается его выгрузить. Когда он его выгрузит, он его постарается воспроизвести. Почему первый файл воспроизвелся? Потому что он весит всего там 1 с копейками мегабайта. Вот, это дело быстрое. Здесь у нас побольше информации, да, объем повыше, соответственно, мы с вами уже имеем некое ожидание. То есть мы пытаемся все это дело выгрузить. И так дело не пойдет. То есть нужен какой-то, так скажем, плеер нам. Или еще что-то. Хорошо. Ну что, когда ты уже прекратишь?
Давайте сейчас мы дождемся ошибки. Вот она. Наконец, ошибка. Хорошо. Также давайте рассмотрим следующий момент. Вернемся в наш PyCharm. И, как помним, в примере нашего с вами документации, это была синхронная функция, где мы просто давали файл. У нас open, и он отдавался. Давайте сделаем так же. Как мы узнаем путь к нашему файлу? Мы пойдем в базу данных, откроем BD-шечку, возьмем вот этот путь, скопируем его. И, собственно, просто изменим это дело на вот такой пример. Вот. Отлично. Отлично. Идем в Postman и запускаем. Как вы понимаете, ничего не изменится. Что для этого нужно, чтобы отдать файл? Нам нужно с вами его стримить. То есть нам нужно получать его порциями. Мы его получили порцией, взяли вот эту часть, прочитали, да? Дальше отправили запрос на сервер, дай нам следующую порцию и так далее, и так далее, и так далее. И, к примеру, чтобы у нас был с вами плеер, то есть то, что правильно бы посылало вот эти вот запросы, да? На наш сервер для того, чтобы получать порции файла. Поэтому на данном этапе мы просто ознакомились с этой возможностью, что это можно делать. А как это реализовать, мы как раз сделаем с вами, я вам покажу в следующем стриме. Почему? Объясню. Значит, чтобы было это все проще и понятно, мне нужно было наваять определенный код, который бы демонстрировал, что же нужно сделать для того, чтобы это все-таки произошло. Сколь скажу, что у нас есть определенный в HTTP заголовок, называется range, и с помощью этого range мы можем понимать, что от нас хотят, и таким образом как бы отдавать файл. Вот, этот код пока что не полностью работоспособный, поэтому я его не показываю, не объясняю. Но он как бы в стадии разработки. Сделаем, воспроизведем. То есть у нас будет полноценный какой-то плеер и так далее, чтобы у нас все было хорошо. Хорошо. Теперь следующая часть всего этого нашего добра. Нам нужно, чтобы у нас не просто файлик сохранялся, там, медиа и какой-то файл, да, вот, а чтобы мы понимали, какой пользователь загрузил данный файл, да, и, соответственно, сгенерировать, ну, нужное нам имя. Вот, я думал, и, соответственно, придумал, что, в принципе, мы можем с вами генерировать имя просто, просто с помощью UID. Значит, не изобретать там лесопеды, дата, когда он загружен и так далее, нам это не нужно. В принципе, дата загрузки файла у нас хранится в базе данных, поэтому нам как бы и этого достаточно. Отлично, давайте тогда поработаем над следующим. Мы сделаем вот эту генерацию пути, куда нам нужно сохранять. И, соответственно, весь остальной код, который у нас есть, мы вынесем в сервисы, напишем сервис для того, чтобы наш endpoint был просто endpoint. Проверил тип, запустил background task, запустил сервис, он отработал, информация вернулась. И у нас все хорошо работает, чтобы не было каши в наших endpoint. Отлично, давайте приступим к этому. Значит, мы будем указывать, что это медиа. Дальше мы будем указывать, какой пользователь, соответственно, у нас это делает. И затем мы будем указывать, генерировать имя самого файла. Вот. А старое имя файла мы уже не будем использовать. Итак, как же нам получить с вами пользователя?
Так как в данный момент у нас нету авторизации, да, и регистрации, соответственно, у нас просто созданный некий фейковый, так скажем, юзер, мы просто будем его пока что доставать вот таким образом. Потом мы эту строку заменим на получение этого пользователя из запроса. Хорошо, вот у нас есть юзер, это у него некая, а, некий ID. Значит, мы искать... Так, это у нас переменная. Значит, у нас у user есть dict, а там есть ID. Хорошо. Так, а можем ли мы напрямую обратиться? Нет, только через dict. Так, хорошо. И далее нам нужно сгенерировать некое имя для нашего файлика. Значит, from UID import 4-ю версию. Отлично. Здесь у нас будет с вами... Угу, так, все хорошо. Значит, давайте протестируем. Надо почистить наши файлы. Надо вот это удалить. И стереть из базы данных все записи о видео. Хорошо. И теперь попробуем загрузить. Загрузить мы будем с помощью Postman. Давайте тестировать. Значит, наш Postman. Пост, запрос. Здесь указываем title, description и файл. И сейчас я перезалью, так скажем, файлик. Нажимаем Send. И получаем ответ. Вот наш сгенерированный файлик. Медиа 1 и дальше уже вот такое. Да, я забыл указать расширение файла. Ах, какой молодец. Эх, какой молодец. Так, мы в принципе можем из файла получать, из нашего file name и узнать его расширение, да? Но лучше же, конечно, просто написать mp4. Сейчас мы придумаем... Ой, я не показываю вам PyCharm. Я просто после нашего созданного, сгенерированного имени добавил mp4. В принципе, мы могли бы из самого файла с помощью у свойства filename забирать расширение, но пока сделаем таким образом. Вот, и посмотрим, как это у нас будет работать. Так, где наш Postman? Что-то я забыл вам PyCharm включить. Так, хорошо. Что? Давайте попробуем загрузить другой файлик. Так. Ну, в принципе, теперь похоже на правду. Сейчас я проверю, что этот файлик у нас воспроизводится. Оно его не сохраняет. Оно в BD пишет, а файл не сохраняет. Так, что-то я очень сильно наворотил. Это я сегодня еще хотел просто рассмотреть регистрацию, ну, авторизацию пользователей. Хотел сделать, чтобы у нас пользователь мог авторизоваться через Google, к примеру. Вот. И мы его там потом уже обрабатывали, так скажем. И, соответственно, я думал о том, что при создании пользователя нужно создавать ему в директории медиа каталог. А здесь я забыл о том, что, соответственно, у меня этого нету. И фигачу. Значит, хорошо. Давайте это сделаем следующим образом. Мы просто пока что вот здесь поставим нижнее подчеркивание. Так, я выполню запрос. Так, нет. Да, выполню запрос. Да, вот он наш файлик. Он появился.
Все, теперь у нас единица, нижнее подчеркивание и так далее. А с каталогом мы еще разберемся. Значит, нужно будет сделать так, что при регистрации пользователя для него будет создаваться каталог. Вот. То есть не при загрузке видео проверяться, есть ли каталог, и тогда, если нет, создать его и так далее. Это лишняя работа. Вот. А сделать это при регистрации, то да, оно один раз выполнилось, и все хорошо. Не нужно по 100 раз потом проверять каждый раз. Хорошо, значит, мы это еще доделаем. В общем, таким образом мы сгенерировали с вами нужный нам файл. Хорошо. Теперь наша задача разбить данный код на сервис. Сервис. Значит, что я хочу сделать? Вот здесь у меня есть сервис. А здесь у меня функция WriteVideo. Здесь я хотел сделать, соответственно, некий класс, который обрабатывал все это дело. Но пока мы класс не будем делать, мы будем использовать пока функции. Соответственно, что это у нас такое? То есть, по сути, из-за того, что мы вот здесь получили пользователя, ну ладно, получить пользователя, мы эту пока строку здесь оставим. Мы все равно его будем из запроса принимать. Вот у нас генерируется некая строка, да? Вот, в зависимости, опять же, от пользователя. Если у нас этот файл, это mp4, мы запускаем какую-то background таску. Вот, если у нас это не mp4, мы ресайзим, raise, вот, ресайзим, ну да, raise, мы поднимаем ошибку и затем производим уже запись в BD и так далее. Значит, как нам бы это разбить на, соответственно, по сути, вот это все, это сервис. Так, значит, это у нас функция называется create video, да? Create video. Это write video. Значит, давайте вот это мы назовем save video. Нет, давайте наоборот. Вот это у нас будет save video. Видео. Так, принимать, что мы будем, мы сейчас разберем. Переносим импорты. Сейчас я быстренько поправлю наши импорты. Так, нам нужен будет пользователь и, соответственно, сам файл. Сам файл. Значит, здесь у нас будет с вами user. User, и мы можем с вами, в принципе, сразу передавать ID нашего пользователя. Поэтому у нас будет это int. ID нашего пользователя. Сейчас мы это поправим. Дальше нам нужна background task. Ее тоже прокидывать нужно. Когда эти запросы, функции маленькие, небольшое количество кода, то не совсем ясно, зачем разбивать это. Но чем больше будет становиться проект, тем вот это разделение кода будет, соответственно, лучше. Оно будет заметно, зачем так делать. И потом, если сразу так код организован, вот таким образом, то есть у вас есть сервисы и так далее, то когда разрастется кодовая база и вам придется все это рефакторить, то получается, соответственно, меньше геморроя будет, чем сразу все разом выносить в сервисы и обдумывать, какой код куда и так далее. Лучше постепенно, по чуть-чуть все это разделять. Можем поднять exception. Дальше мы импортируем наш видео. Мы импортируем вот эту штуку.
И также нам нужен с вами, соответственно, title и description. Здесь title, description у нас уже будут просто строки. Из-за того, что мы указываем с вами всякие вот эти типы данных, нужно вот так делать переносы. Это не очень удобно, но что поделать. Так, user, файл. Здесь у нас будет title. Это у нас str. И description. Это будет тоже у нас str. Так. И куча аргументов. Это просто ужас. Это просто ужас. Это головная боль. Так, хорошо. Значит, мы будем с вами отдавать создание нашего видео. Здесь у нас идет проверка. Соответственно, вот здесь мы вот это уберем. У нас здесь будет просто user. Так, потому что мы будем передавать int. А здесь мы с вами уже в write видео не используем. Мы импортируем функцию save video. И, соответственно, здесь вызываем эту функцию и будем передавать наши данные. Итак, это, да чтоб тебе, это будет у нас return await наша функция. Итак, нам нужно передать туда в порядке user, файл, значит user, файл. Далее у нас идет title description. Ух ты ж. Чуть, чуть мозг не вылетел. Так, файл. Title, description, background task. Background task. Мы, конечно же, можем сократить это имя. То есть это может быть у нас back task, да? Чтобы меньше меньше буквок занимало. Вот. Мы понимаем, что это такое. Это хорошо. Вот, в принципе, что у нас происходит. Вот теперь у нас есть просто endpoint. Соответственно, вот этого юзера мы также будем принимать в аргументах. Вот. И просто будем его передавать. Сюда будет у нас уходить число. Пока оно вот так у нас страшно выглядит, но это неизбежно. Соответственно, затем у нас в сервисе вызывается функция SaveVideo, где мы все это добро приняли. Запустили наше хитро сделанное код. Соответственно, отдадим также ответ. Если что, мы запускаем вот эту background таску. Значит, что мы делаем? Надо теперь проверить, что это у нас все работает. Да? Да. Давайте мы вот этот файлик удалим, чтобы у нас был честный эксперимент. И, в принципе, выполним запрос. Получил ошибку. Где я получил ошибку? Вот здесь. Здесь у нас был, понятно, я упустил один момент. Так как у нас с вами здесь уже приходит integer, то, соответственно, вот здесь я указываю, что user будет равен 1. Вот. Что, соответственно, физически просто невозможно. Вот. Поэтому у нас возникает ошибка. Значит, если мы здесь посмотрим, это у нас поле user. Давайте, я не помню, можно ли так делать в Warmer, но давайте попробуем указать здесь ID, user ID, и, соответственно, просто у нас будет число, чтобы не делать
объект нашего пользователя, не делать запрос в BD. Ну, соответственно, мы, конечно, могли бы просто объект пользователя передать, но по сути... Ну да, ладно, пока пусть будет так. Соответственно, вот здесь бы у нас объект это был, по идее. Соответственно, здесь бы мы должны были с вами получить его, грубо говоря, ID. То есть это у нас возвращается данный юзер. И тогда таким образом у нас все с вами, по идее, сработает. Вот оно создало, единичка, и все хорошо. То есть если мы с вами сделаем здесь print user, еще раз отправлю запрос. Так, и теперь откроем терминал. Вот, видим, что это у нас ID, username, test user. Вот. Соответственно, теперь у нас есть эти поля. Это у нас объект. Вот. И, соответственно, мы можем с вами обращаться к его полям. Вот здесь мы просто ID указали. Здесь у нас объект юзера. И если мы здесь укажем ID, вот, user ID, да, то, по идее, наш запрос тоже должен сработать. Откроем базу данных, видео, удалим все, удалим наши файлики, сделаем запрос. Нет, не сработает. Я понял. Ну ладно. Надо заглянуть еще разочек в библиотеку. Что-то там изменилось с тех пор, как я этим занимался. Окей. В этом и соль того, когда инструмент развивается активно. Такой, опа, они что-то изменили. Ну да ладно. Повтыкали, соответственно, хорошо. Пока что будем передавать объект юзера. В принципе, у нас и когда он будет тоже в пермишенах, в depends работать, там тоже мы будем объект юзера возвращать. Поэтому, в принципе, можно сделать так. Но как сделать запрос, чтобы у нас именно вот этот ID был? Я гляну, потом вам расскажу. Коммит отправил. Если интересно, смотрите код. В принципе, предлагайте свои варианты решения. Вот. Увидимся в субботу на канале Django School и во вторник на этом же канале. Приходите, будем продолжать. Не болейте. Пока.